Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости нашего канала, посетители сайта, а также участники нашей группы WhatsApp. Группа наша развивается, приходят новые участники, среди которых много новичков, которые впервые знакомятся с таким прекрасным растением, как антуриум, а также опытных цветоводов, которые дают советы новичкам, делятся своим опытом. Вступайте в нашу группу WhatsApp. Ссылка будет в описании к видео. Отдельное спасибо участнице нашей группы за предоставленную возможность на примере ее домашнего растения осветить некоторые нюансы по уходу за антуриумом. Вот наше растение. Внешне оно кажется пышненьким, красивеньким, но это далеко не так. Маленький размер листовой пластины, легкий хлороз. На некоторых листах видны следы пребывания вредителей. Есть они сейчас, там нету этих вредителей, мы невооруженным глазом определить не можем. Обратите внимание, какой длинный ствол. Растение находится, я бы сказала, в плачевном состоянии. Ошибок в уходе хозяйкой допущено было очень много. Давайте попробуем разобраться, какие именно ошибки допущены и причины их. У растения длинный ствол. Почему растение быстро идет в ствол? Это говорит о неправильно подобранном составе грунта, о недостатке освещения и нехватке влажности. Об этих же самых причинах у нас листовая пластина маленькая. Такое впечатление, что это растение просто росло в каком-то очень жарком климате, в очень засушливом. Но это мои личные наблюдения. Также недостаток питания, потому что на листьях виден легкий хлороз. Но хлороз бывает только в двух причинах: если хозяйка совсем не уделяла внимания подкормкам растения, либо растение не могло усвоить питательные вещества. А скорее всего так и было. Обратите внимание на грунт. Не знаю, видно вам здесь? Нет, я пытаюсь вам показать. Грунт очень плотный, твердый. И сейчас попробую вам показать. И белый налет. Это говорит о защелачивании грунта, то есть растение поливалось жесткой водой. А если произошло защелачивание грунта, то растение просто не могло усвоить питательные вещества, сколько бы вы их туда ни лили. Давайте извлечем растение из горшка, посмотрим, что за грунт использовался для посадки этого растения. И опять же посмотрим, что происходит с корневой системой. Ведь все проблемы с корнями отображаются на листовых пластинах. Попробуем вот так вот чуть-чуть подавить его. И аккуратненько извлекаем. Извлекать надо аккуратно, не забываем, что корни у растения очень хрупкие. Ну, довольно-таки легко он вышел. То ли корней здесь нету. Так. Давайте сначала разберемся с составом грунта. Чего здесь только нету. Начиная от того, что здесь присутствует вермикулит. Я вам пододвину поближе, чтобы вы посмотрели. Вот переливающиеся такие крупиночки. Вермикулит, перлит. Правда, в малых количествах вермикулита гораздо больше. Кора, какие-то лохмотья, даже если честно не знаю, что это такое. Песок явно видно. Ну, грунт, скажем так, совсем не подходящий. Дальше смотрим, что у нас с корнями. Как следствие плохого, неподходящего состава грунта, корневая система растения. Вот что мы видим.
Сейчас попробую очистить его, чтобы было получше видно. И там уже будем подробно разбираться, что происходит с корнями. Корни я очистила, но хотелось бы уделить внимание все-таки грунту. Как мне кажется, это грунт универсальный, с добавлением тех или иных компонентов. Пористости такой грунт не имеет, корни не дышат, отсюда заливы. В результате, посмотрите, куча гнилых корней. И здесь тоже. Радует только одно. Вот это вот молодая поросль, которую мы будем использовать в дальнейшем для омоложения этого растения. Я убрала лишний грунт, слегка промыла растение. Вот что у нас получилось. Вот этот боковой побег, обратите внимание, его можно смело обрезать. У него свои корешки, и он способен уже развиваться как самостоятельное растение. Поэтому мы его убираем. Сейчас я попробую вам показать, как можно ближе к стволу. Вот, сделаем здесь срез. Как видите, своя корневая система. Пока мы его отложим, вот что у нас осталось. Вот эти корни мы обрезаем. Они самостоятельно работать уже не смогут и опять же могут быть причиной появления корневой гнили. Вот что у нас осталось. Теперь будем смотреть, что мы можем сделать с этим растением. Вот что у нас получилось. Изначально я планировала обрезать растение вот примерно здесь, выше верхней точки роста, и посадить его в грунт. Но обратите внимание, корневая система здесь очень плохая. Вот этот корень, этот и вот третий корешок. Его надо обрезать, потому что он может вызвать процесс гниения. Если мы их удалим, то корней здесь не останется. И садить это в грунт, я не считаю, не стоит рисковать. Конечно, можно сделать надрез вот в этом месте и в качестве эксперимента посадить корень и этот стволик в грунт. У нас на сайте есть подобный эксперимент. Ссылку на него я оставлю в описании к видео. Если вам будет интересно, можете ознакомиться. Мы же сделаем сейчас по-другому. Внимательно осмотрим, где нам удобнее будет это сделать. Я думаю, вот здесь. Вот здесь я сделаю надрез и удалю . Конечно, это все лучше делать секатором, это будет гораздо удобнее. Но так как у меня его нет, будем делать это ножом. Оп! Вот что получилось. И еще один. Внимательно вот смотрите. И еще один надрез я сделаю вот здесь. Надеюсь, вам это видно. Все, обрезаю. Конечно, довольно-таки неудобно это делать ножом. Но другого инструмента у меня сегодня не оказалось под рукой. У меня это получилось. Вот что у нас осталось.
и остатки. Можно, конечно, обрезать. Мы обрежем этот. Вот здесь сделаем разрез, надрез. Здесь очень много листьев. Я думаю, это хороший потенциал для наращивания корневой системы. У нас останется вот такой голый стволик. На сайте есть пост, как из этого голого ствола получить несколько растений. Ссылку на него я оставлю в описании к видео. Если вам будет интересно, вы можете ознакомиться и тоже попробовать это сделать. Сейчас я делаю надрез вот здесь. И здесь сверху вот это сухое я тоже обрежу. Сейчас я все сделаю и покажу вам поближе. Вот что у меня получилось. Я так думаю, что это растение быстро пойдет в рост. Итак, что у нас получилось? Первое растение, которое мы отделили. Это растение мы посадим в грунт. Оно способно само развиваться как самостоятельное растение. Как видите, корневая система у него очень даже хорошая. Он быстро пойдет в рост. Следующее растение. Вот это. Сейчас я покручу, чтобы вам было внимательно и удобнее просмотреть все это. Это растение будет посажено в мох и в тепличку. И третье растение также будет посажено в мох и в тепличку. Я уже все приготовила. Растение замочила в растворе фитоспорина. Можно использовать также триходерму. Это препараты идентичные. Они уничтожают до 50 видов бактерий и грибов. Растение замочено в теплой воде. Желательно использовать воду на 1-2 градуса выше комнатной температуры. Стоять они в таком растворе должны примерно 15-20 минут. Начнем с первого растения, которое у нас с корнями. Вот оно. Лишнее вот это можно удалить. Шишуйки. Для его посадки мы будем использовать грунт второго состава. Ссылку на него я оставлю в описании к видео. Здесь я уже насыпала, приготовила. Буду насыпать микоризу, остатки моей роскоши. Хорошо, что у нас заказ близко-близко, поэтому пожертвую последний. Высыпали аккуратно. Вот так у нас получилось. И теперь опускаем растение. Все это надо делать аккуратно. Не забываем, что корни у антуриума очень хрупкие. И досыпаем. Наверное, рукой будет удобнее пользоваться, чем ложечкой. Грунт утрамбовывать не надо. Он сам со временем чуть-чуть осядет. Оставляем.
место для подсыпки. Растение посажено. Опрыскиваем любым биостимулятором. Я использую HB101. И грунт сверху опрыскаем. Так как грунт у нас влажный, поливать его не будем. Достаточно будет этого. Одно растение готово. Приступаем к следующему. Для оставшихся двух растений мы будем использовать мини-тепличку. Для этого мы будем использовать вот такую 5-литровую банку обрезанную. На сайте есть пост о приготовлении этой теплички, поэтому ссылку я оставлю в описании к видео, вы можете ознакомиться. На дно насыпаем питательный грунт. Это грунт второго состава. Насыпаем совсем чуть-чуть. Обратите внимание, его совсем немного должно быть. Это делается для того, чтобы корни растения тянулись к этому грунту. Далее мох сфагнум. Насыпаем его. Тоже немного делаем. Я думаю, будет достаточно. Ориентировочно, чтобы вы видели, сколько это будет. Далее берем растение. Подсохшие частички нужно удалить. Одно растение. И второе. Перед посадкой лучше припудрить это все фитоспорином. Для лучшей дезинфекции. Что питательный слой, что сфагнум у нас влажный. Поэтому поливать не обязательно. Даже не рекомендуется. Смотрим. Вот это растение опускаем в мох. Делаем так, чтобы корешки не касались питательного слоя, находились только в мху. Здесь, обратите внимание, если мы поставим вот так, то корни могут пойти и отсюда, так как здесь воздушных корней много. Поэтому мы сделаем вот так. Я надеюсь, вам видно. Чуть-чуть можно здесь подсыпать. Ну вот, в принципе, все готово. Обработаем любым биостимулятором. Но повторюсь, что так как у нас питательный слой влажный, мох влажный, поливать вот это вот не надо. И внимательно, пожалуйста, следите за влажностью в теплице. Так как сейчас мы закроем это все пищевой пленкой,
При полном закрытии воздух попадать в теплицу не будет. В теплице будет очень высокая влажность. И примерно 100. И просто растение может загнить. Поэтому я рекомендую вам сделать отверстие. Отрезается. То есть вы можете полностью вот так закрыть теплицу, сделать здесь несколько отверстий. Либо можно просто сделать отверстие вот здесь по краю. Сейчас я сделаю, а потом покажу вам, как это будет все выглядеть. Небольшие отверстия. Ну, примерно вот так оно должно выглядеть. Сейчас здесь поправлю чуть-чуть. Вот. Я надеюсь, вам это все видно. Вот. Итак, у нас получилось 2 растения в мини-тепличке и 1 растение в грунте 2-го состава. Как дальше будут развиваться эти растения, мы за вами будем следить. Обязательно сделаем пост на сайте, напишем и снимем видеоролик. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда рады будем вам ответить.